Ходят легенды, что в 1940-х годах правительство СССР проводило очень опасные и серьезные эксперименты на заключенных. Ученые хотели вывести породу людей, которые не спали и работали день и ночь. Поэтому арестантам предлагали сделку. Кто примет участие и продержится месяц, обещали свободу. Желающих было очень много, но вот подходящих осталось 5 человек. Их посадили в камеру, куда закачивали специальный газ, чтобы они не могли заснуть. Также там находились камеры, микрофон и специальное стекло с зеркалом, через которое за ними следили. 4 дня без сна не дали никаких результатов, но вот на 5-й день они стали очень раздражительными. Все ходили по камере и что-то говорили, жаловались через микрофон на сокамерников и были недовольны вообще всем. На 9-й день обстановка становилась все хуже и накалялась. На 14-й день заключенные начали сходить с ума. Один из них решил, что не нужно за ними подглядывать, и замазал стекло своими фекалиями. Единственным способом связи был микрофон, в котором пропали все звуки. Ученые начали думать, что он перестал работать. Они решили зайти и посмотреть, что там происходит. Но перед тем, как зайти, они предупредили заключенных через микрофон. На что тишину нарушил голос. Он сказал, что им больше не нужна свобода. Как только ученые зашли, они увидели ужасную картину. Они увидели, как заключенные ели сами себя. Ученые пробурили огромную скважину в Сибири. Глубина ее составила почти 14,5 километров. Бур полностью провалился в полость земной коры. Ученые опустили туда множество устройств, чтобы понять, что там такое. Температура превышала 800 градусов Цельсия, но самое страшное было то, что они услышали на записи. До того момента, как расплавился микрофон, удалось записать 17 секунд ужасных криков. Многие после прослушивания записи подумали, что они добрались до самого ада. Все, кто был причастен к бурению скважины, уволились сразу же после данного инцидента. Как утверждали очевидцы, из скважины вылетела струя газа, превратившаяся в форму гигантского крылатого демона. Плач и крики людей после этого усилились. Их можно было расслышать и без записи. С того момента прошло уже очень много времени, и данную ситуацию уже считают вымыслом. Этому явлению дали название «Колодец в ад». А что на записи слышали вы? Ктулху – это мистическое существо, которое, возможно, существует и по сей день. Многие говорят, что кракен и Ктулху – это один и тот же морской монстр, просто разные страны дали ему разное название. Люди говорили, что монстр был замечен в Тихом океане. Ктулху, по поверьям, это огромное существо. Говорят, что он спит, в ожидании, когда его пробудят. Эта легенда была забыта и превратилась не более чем в обычный миф. Многие отрицали его существование, пока в 1997 году Национальная океаническая администрация не записала ужасные звуки в Тихом океане. На записи были странные звуки, которые длились больше минуты. 2 микрофона записывали данное явление. Самое страшное, что оба микрофона были друг от друга на расстоянии 4 километров, а сам звук распространился на расстояние 8 километров. Микрофоны записали один и тот же звук, который ни одно живое существо на планете не может издавать на таком расстоянии и такой продолжительности. Специальные ученые по животным не смогли понять, что за существо издавало этот ультразвук. Запись, сделанная 19 мая 1997 года, по сей день остается загадкой, и ничего подобного сейчас ученые записать не могут. Люди говорят, что единственное объяснение этому
что они записали голос мифического существа Ктулху. В Японии и Китае есть легенда о девушке Кутисаке Оно, также известная как девушка с разорванным ртом. Ее легенда заключается в том, что однажды она изменила своему мужу с молодым мужчиной. Когда муж узнал ее предательство, в ярости он взял свой меч и разрезал ее рот от уха до уха. Мне кажется, что у этой женщины есть какое-то сходство с Момо. По легенде, девушка после смерти приходила к мужчинам и спрашивала: «Я красивая?». Если мужчины отвечали «да», то она снимала с себя маску и показывала ужасный шрам. Затем она повторяла свой вопрос. И любого, кто отвечал «нет», ждала трагическая смерть. Красивая? Многие из вас играли или просто слышали про Кровавую Мэри. Про нее было снято много фильмов. Большинство уже, наверное, не верят в нее. Но самое первое упоминание о ней было в Англии. Считается, что если 3 раза произнести «Кровавая Мэри, приди», стоя перед зеркалом в темной комнате, можно ее увидеть. Были случаи и видео в интернете, которые утверждают, что она реальна, что ее видели. Кровавая Мэри – это королева Мария. Именно у нее было такое прозвище, которое пришло в ее жестокие годы правления. Считается, что она похищает детей. Из-за того, что у королевы было очень много выкидышей. Именно поэтому она стала безумной. В Англии считается, что те, кто ее видят, сразу же умирают. В России, если вы видите Мэри, вы умрете, а если мужчину, то это ваш будущий муж. В Испании говорят, что человек, увидевший Мэри, будет проклят до конца жизни, а если череп, то сразу же умрет. Очень известная история на Западе. Она называется 1999. Канадский популярный блогер рассказывал, как в детстве он нашел канал в далеком 1999 году. Этот канал работал с 4 до 9 утра и показывал несколько шоу. Одно из них называлось «Бубби», главными героями которых были руки. Все это уже выглядит безумно страшно. Мужчина утверждает, что в его памяти остался куда более страшный эпизод. Он назывался «Игра ножницами». Рука Бубби держала ножницы, а рука поменьше дергалась, будто ее кто-то держит. Затем Бубби вонзил ножницы в маленькую руку, и послышался ужасный детский крик. После этого мужчина больше не смотрел этот канал. Но в итоге мужчина рассказал, что этот канал закрыла полиция, а этот Бубби оказался настоящим маньяком, который в своем подвале держал пойманных детей. Он ужасно издевался над ними. Более подробно вы можете узнать об этом в интернете. Этот дом нашли, но данного маньяка, к сожалению, нет. Не забудь подписаться и поставить лайк, если понравилось. Поделись видео с друзьями и зайди посмотреть другие наши ролики.